Какие двери скоро откроются перед вами? Вы на канале Юлии Мэджик. Здравствуйте, мои дорогие. Посмотрим, какие же двери скоро откроются перед вами. Сейчас маленькая информация про то, как видят вас высшие силы. Так, это вы. Будто бы вы сейчас в таком замешательстве. Вы все делаете правильно, все стабильно, как-то стараетесь, но просветления пока не видно. Но смотрите, высшая сила видит вас как того, кто в итоге добьется своего, как того, кто любым способом, верными шагами какими-то, да, дойдет до желаемого. И по сути вы солнышко, это значит, что Вселенная вас видит, замечает, но вы сейчас в таких энергиях, как будто бы вы не видите помощи от Вселенной. Но Вселенная говорит: вот я тебе сейчас говорю, что все будет хорошо, что тот вопрос, который тебя волнует, он решится. Так, вы. Посмотрим, что у вас тут. Так, здесь какой-то договор, союз. Что-то здесь не так было, какая-то проблема с этим союзом, либо с договором. Но у вас получилось даже этот момент как-то вывести в энергии плюса, да, плюсовые энергии и выйти в более такую сильную позицию. Опять, смотрите, я тасую колоду, а тут всегда букет. Хорошо, вы. Для вас был выделен какой-то ресурс, но все равно есть какая-то э, кармическая, может быть, даже, да, задача, которая до сих пор вами не пройдена, не решена, и она будто бы мешает вам, да, то есть какая-то сложность, которая никогда не решалась. Вот вы хотели, чтобы этот вопрос решился, а этот вопрос очень сложно до сих пор как решить в вашей жизни. Но ресурс хороший у вас. Так, давайте посмотрим. Вы расстались с кем-то, может быть, ну тут показано расставание и то, что вы внутри себя сохранили вот эту мотивацию к тому, что вы станете лучше. Вы отсекли ненужное ради того, чтобы как сохранить себя. Убрали. Это, скорее всего, расставание в отношениях, и вы знаете как, вы даже красивее стали. Вы красивая душа, красивая внешне, очень чувствительная натура и понимает, кто. Вы чувствуете человека очень сильно, чувствуете собеседника, который с вами рядышком находится. И также, находясь в большом обществе, вы чувствуете людей. Наполняет это вас силой? Очень сильно наполняет. Вот вы в большом количестве людей можете наполняться энергией. Говорят, что ведьме сложно находиться в большом, в большом месте, где большое количество людей. Я сейчас вот что хочу сказать, что скорее тут делятся на две категории: те, которые могут и которые не могут, потому что и та, и другая чувствует людей, только одна не берет энергию, да, вторая вот буквально наполняется энергией людей. Вам это вот прям нужно, это вас двигает по жизни очень сильно. То есть тут такой человек, который энергетически силен в цивилизации, там, где много людей. Там, где вот буквально вы идете по улице, и это все наполняет вас. Интересно, вот много нас таких туда, которые так. Дальше. Вы семейный человек, показано. Ну, либо создали что-то, да, создали семью, либо являетесь частью семьи. Ну, опять же, да, каждый из нас такой, но тут говорят, что у вас есть что-то, что у вас семейная какая-то ценность, либо вообще вот семейные ценности, которые вы развиваете и продолжаете дальше. Вы этого жаждете, хотите, и так получается. Вы передаете, либо передали это своим детям, или же вот тот ребенок, который взял эту ценность и дальше передаст своим детям.
Причем так, что вы заразили их своей мечтой, в хорошем смысле, естественно, да, то есть вы дали им руководство к действию, что мечта любая исполнима, абсолютно любая. А если вы слушаете, вы еще молодая девушка, либо парень, и ни о каких детях пока речи не было, здесь говорят, что какой-то член вашей семьи мог дать вам такое вот как напутствие, да, к тому, что вы четко понимаете, вот моя цель, вот моя мечта, и я знаю, что она точно исполнится, будто бы оттуда идет, из вашего рода. Причем очень активные такие люди, которые умеют перемещаться с одного места на другое, да, и не чувствовать проблем. Это карта Аиста говорит, да, причем карта звезды на далекие расстояния. И карта ребенка, она рассказывает, скорее всего, о том, что вы чувствуете себя тогда как обновленный постоянно, как ребенок, который чувствует, что он под крылышком ангела, вот, и окружен заботой. Так, как видят ваши высшие силы? Так, человек, который мгм, очень быстро реагирует на обстоятельства, но не раскрывает себя. Очень закрытый человек в итоге, но контактный. Вы контактный, но закрытый. Внутри вы, ну, то есть вы мало кому расскажете истинные свои проблемы. Разве что очень-очень близким людям, которые помещаются вот в такой маленький круг, ближний, самый ближний круг. А те, кто рядышком вот летают, никогда не подступятся, видят только внешнее ваше. Вот. Вы, какая вы натура, очень ответственная личность. Так, знаете, какой человек рядышком с вами должен быть? Просто знаете, потому что вы обладаете всеми качествами, которые могут обладать вторая эта половина, да, и уж кто, то есть вы, скорее всего, будете искать такого человека, как вы сами, либо даже не искать, а притягивать. Вы будете именно такого человека, который уже достоин вас. Это четкая позиция ваша. Так. Ну, опять же, говорят о мудрости дважды, буквально сказали, да, изворотливости вашего ума. Это больше как в плюс, потому что вы человек, который чувствует хитрецов рядышком с собой и может их узнать, и они даже не поймут, что вы их уже буквально просканировали и узнали, но вы прям как смотрите, смотря на человека, вы видите его суть, да, то есть вы будто бы в душу смотрите. Вам не говорили такого? Вы увлекающаяся личность, и если чем-то увлечены, вы очень долго можете этим заниматься. Для вас, если создать опору жизненную, максимальную, вот не просто так эфемерную какую-то и временную, нет, а вот если дать серьезную опору в жизни, например, просто какой-то как постоянный доход, вы точно знаете, что это будет. Вы тогда, занявшись любимым делом всерьез, вы можете создать что-то прекрасное. Вы. Но видите как, но если этой опоры нет, вы себя ругаете за то, что вы не можете создать эту опору. Если у вас такие периоды бывают, то тогда вам сложно осознать, что ну вот без какой-то поддержки, без опоры вам очень сложно. Вот, но вот видят вас такой, да, вы шанс для людей, для многих, причем вы можете. Мгм. Знаете, какой вас показывают, как видят вас высшие силы, что вот вы, например, идете к какой-то цели, а решение под ногами, но вы его не видите, вы его можете пропустить и идти дальше. Вы думаете, что достижение какой-то цели, решение какой-то задачи должно идти сложным путем. И вы, ну вот, как бы говорят, что вы усложняете немножечко, хотя думаете, что легким путем идете. Нет, под ногами какое-то решение, вы можете его не заметить. Причем оно всегда. Всегда дается какой-то шанс, какая-то возможность от высших сил это увидеть. Вы. Когда вы сейчас начинаете очень быстро принимать решения. Вот сейчас. Вы буквально сейчас перед выбором стоите и очень быстро будете принимать решения. И еще на это будет влиять то, что вы получите какое-то сообщение, да, которое поможет вам это решение быстро принять. Давайте посмотрим тогда, какие же двери перед вами будут открыты очень скоро. Какие двери перед вами открываются. Так, мы рассмотрим 4 двери, вот, да,
Раз, два, три и четыре. 4 двери открыты. Мы их откроем, кстати, вот так вот. И потом все это расскажем, чтобы двери были реально открыты. Итак, посмотрим. Так, открыта дверь к какому-то разговору, к встрече. Эта встреча важная для вас, естественно, да, потому что показано, что дверь открыта, что нужно будет поговорить. Человек открыт к разговору. Какой-то человек услышит вас. Если вы думали, что вот вы идете, подготовили какую-то речь, и нужно будет, вот с ним нужно поговорить, знаете, что эта дверь открыта, и вам придется донести информацию в открытое сознание. То есть в любом случае человек вас услышит, поймет что-то, не поймет, но ваши слова все равно не пройдут мимо его ушей. То есть этот человек услышит вас, дверь открыта. Говорят, можете разговаривать с этим человеком. Да, ну, мне показывают все-таки мужское лицо, с которым вам нужно будет поговорить. Дверь открыта, говорите, говорят вам. Вот вы в роли мудрой женщины, например, если вы женщина, и мужчина, здесь показывают мудрую женщину, и мужчина, который готов слушать. Видите, как сидит и так прислушивается к вам. А у вас есть что-то важное, что нужно сказать, это какое-то ключевое, что вы хотите вложить в его голову. Он вас выслушает всей душой. Вот всей душой он вас то ли очень сильно любит, то ли понимает очень сильно. Вы к нему чувствуете какое-то родство, или же это просто родной человек, может быть, очень родной. У него будет очень быстрый ответ, быстрая реакция на то, что вы будете говорить. Вы очень ответственно подойдете к этому, или хотят вам сказать, подойди к это достаточно серьезно к этому, когда ты с ним будешь разговаривать. Вот. Ага. Если ты будешь слишком давить, то человек будет чувствовать себя виноватым. Это вам нужно или нет? Ну, и тогда может закрыться. То есть тут лучше как-то наладить все-таки резонанс и поговорить по душам, если вы хотите. Будет шанс исправить ситуацию, если вы захотите. Этот человек достойно примет все слова, которые вы ему скажете, естественно. Вот. Но главное вот не закрыть его на определенном моменте, если вы уж хотите с ним поговорить. У вас далекоглядные планы. Вы хотите развития, человек пока развития этого не видит. Там какой-то затуманенный разум. Вот. И вы сейчас перед дилеммой остановились, что и как. Ну, вы знаете как, вы решите эту дилемму, выбор, да, нет, направо, налево, вот так или так, когда поговорите с этим человеком, там быстро решится вот его какое-то одно слово, и вы понимаете, так, я буду действовать так, либо я буду решать так, я сделаю выбор такой-то. Пока неизвестно, пока неизвестно. Ну, я вижу, что вы своей личностью очень сильно повлияете на человека и заложите в его голову какую-то очень важную информацию. Вам придется быть не очень доброй в этот момент. Ну как не очень доброй? Достаточно как той, которая может отсечь, допустим, словом, каким-то словом, да, либо какие-то резкие такие, может быть, отрицательные высказывания, но, опять же, не обвиняя, наверное, этого человека. То есть, если он, допустим, что-то говорит, а вы такая, нет, четко нет. Вот, или там, скорее всего, нет, тут идет четкая какая-то позиция. Человек рядышком с вами почувствует себя в своей тарелке, и очень как-то так, знаете, как тепло будет ему с вами. Сдвинется все с мертвой точки, говорят, вы сможете решить этот вопрос. Как-то так даже на легкие какие-то вот такие перейдет эмоции. Вот, и тема будет закрыта. То есть тема будет... Теперь задача за трансформацией этой системы. То есть вы поговорили, а теперь человек должен обработать это через сон, через просто походить, подумать. Может, он забудет сразу, а потом это всплывет в голове. То есть какое-то время должно пройти, чтобы это все переработалось. Но тут говорят, обязательно говори. Тут есть открытые уши, куда нужно донести информацию. Вот. И поэтому говори этому человеку, это всегда закарбовывается, как это, ну, в общем,
всегда остается в его голове, да, всегда останется в его голове. Я тут так больше скажу. Этих разговоров может быть несколько, если это человек рядышком с вами. То есть в любое ваше слово, оно остается в его голове. Я, я здесь могу только одно сказать. Есть такая фраза: говорящий, каждый говорящий внушает. Вот вы говорите этому человеку, и этот человек понимает какие-то моменты жизненные, что-то усваивает для себя, но не сразу. Видите, через эволюцию какую-то. Через то, что вот в его жизни это случится, например, и он вспомнит ваши слова, или же не вспомнит, что это вы сказали, но в его сознании уже это есть, и он изменит точку зрения. Да, говорят, что не сразу, это как-то как на будущее идет. Вот, вы понимаете, что вы с этим человеком как-то соединены, и вам придется договариваться. Но, смотрите, человек все-таки хитрит, очень много хитрит. Он попытается ну как, ловчить немножко. Например, вы хотите поговорить, уши-то открыты, но он скажет: так, давай потом, давай потом. Нет, вот давай сейчас, вот так вот, да, говорите. Вот, держите стабильную позицию, вы для этого человека все равно есть дом, вы для человека это то пространство, куда хочется возвращаться, с кем хочется быть. Человек сложный, Человек сложный. Тут нужно, ну, все-таки как, вы когда с ним общаетесь, то постараться придется. Но высшая сила говорит, что она все это видит и будет вам помогать во всем. Головне не схибити. Я вот не знаю, как это привести. Короче, вы главное не испортить все, вот, потому что тут есть такой риск, например, вскрикнуть очень сильно, да, какие-то эмоции такие дать. Это пойдет не на пользу, но вы все равно, видите, как под поддержкой высших сил можете все испортить. Этот человек дружественный вам, и ему несложно будет донести информацию. Главное, вот, как, вот поговорим и все. Итак, какой-то разговор. Давайте дальше идти. 2. Открыты двери в новое начало, в новый период вашей замечательной жизни, и что-то новенькое начинается. Вы, кажется, что слегка идете на какой-то риск, какие-то неожиданности, вроде как не совсем готовы, незнакомые люди вокруг, но они все доброжелательно выглядят относительно вас, что-то вам предлагают, что-то вам советуют, куда-то ведут. Вот эти люди, они будут вас окружать. То есть, ну, это совершенно новый период. В новый период открыта дверь. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ну, это прям по судьбе как-то прописано, говорят. Вот, но в любом случае вы в новый период открыта дверь, да, но там есть еще какая-то развилка, да, дорога. И вам придется... Ага. Ну как, вам придется. Вам придется идти верным путем, верной дорогой. Идите так, как шли. Здесь не нужно выбирать на новом пути способ достижения вашей цели. Да? Здесь нужно этот способ просто улучшить, стать более ресурсным человеком. Как у нас говорили, вот накачать себя энергией, позитивной, замечательной, классной, мощной энергией – это все, что вас накачивает энергией. Там хороший сон. Но я говорю то, что не забирает впоследствии, а то, что навсегда остается. Это, опять же, да, что-то такое, что хорошо влияет на здоровье. И прогулки на природе, ну, все, что вас заряжает. Там, не знаю, море, солнце, песок, может, наоборот, лыжи, снег и все остальное. В общем, вот выбирайте общение с людьми или же, наоборот, тишина и уединение. Вот это все, это то, что дает вам энергию, оно очень будет полезно в этом новом периоде. Вы по-другому будете совершенно идти, чем, вот, допустим, в том периоде, в котором сейчас. Так, что же там в новом периоде еще будет? Ага. Опять, вот, знаете, вот хочется сказать, есть трансформация, а есть то, что вы думаете, что это сложно. И, естественно, когда мы видим новое место, новое какое-то дело, новая работа, новое что-то вот, что мы еще не окунались, или вот, как говорится, новый период, а, там всегда произойдут изменения какие-то, всегда по-другому что-то будет, да, когда уходят старые какие-то вещи, новые появляются. Ну, вот именно
вот именно так, то я вижу, что в этом периоде вы можете встретить человека, который вот этот сложности вот эти может немножко вам помочь убрать. Кто этот человек? Но я вижу все-таки мужчину какого-то. В новом периоде появляется мужчина. Мгм. Тут показывает, что исцеляет сердце там, где было больно, там, где не хватало чего-то, да, э, чувств, не хотелось этих чувств, но человек очень положительный, позитивный и такое, знаете, у него здоровое видение, здоровые взгляды на жизнь. Новый период. Так. Какие-то события будут быстро развиваться. Вы получаете сообщение, но не до конца понимаете, как будет все-таки вопрос решен в этом сообщении. Какая-то важная информация о том, что, а, знаете, вот как пришло время, вот так вот, пришло время. Поступите, пожалуйста, очень правильно по отношению к себе и близким. Видите, как тут что-то ценное вот держит змея и ценное яйцо такое, да, которое она хранит. Вот эта ценность у вас есть уже какая-то, то бишь, скорее всего, это вы и ваши близкие. Да, есть ключ. Ключевой момент настает. Вот там ключ. Письмо, а там ключ, ключевое что-то. Какое-то ключевое решение. Либо просто ключ. Ключ. Итак, в новом периоде вы обоснуетесь. Казалось, 2 карты идет. Обоснуетесь. Ага. Ну да, и в этом периоде появляется человек в вашем новом. Это раскрытие ваших энергий, интуиция. Вы как почувствуете его. Вот. Но все-таки да, Луна показывает, что не все понятно, не все видно. И вы только вот чутьем каким-то работаете. И человека увидите не внешние его какие-то характеристики, вы почувствуете, какой он на самом деле. Интересные, хорошие такие события могут быть в этом периоде, которые дают вам такое вдохновение. Я здесь вижу много шансов вам дается каких-то, допустим, вот то, что раньше вы пропустили когда-то, да, то в этом времени, в этом периоде, в новом, который вот-вот наступит, у вас эти шансы появятся, да, еще раз вам будет дана какая-то возможность изменить такую-то ситуацию. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну вот как-то, может быть, даже ну, много раз какие-то шансы. Это вас достаточно сильно продвинет по вашему пути, да, то есть вы ближе как приближаетесь к вашей мечте. Мгм. Но есть риск себя ругать. Возможно, это другие люди как-то так вас не понимают и вам что-то могут шептать, наговаривать, и то не так, и это не так. Либо вы сама в себя не верите. Но этих лис нужно за борт, да, в ближнем кругу оставлять только самых ну как, близких, которые вас вдохновляют, я так понимаю. Вы творческая личность, и человек к вам такой придет тоже творческий. Здесь, видите, как король пик выходит у нас лилии и само колечко, 25-я карта, что тут могу сказать. Здесь даже может и помолвка быть, например, воссоединение. Вау, солнышко прям по центру, смотрите. Итог мне показывают развязку, то, что вам понравится то, где вы будете находиться, вам понравится то дело, которым вы будете заниматься. И Солнце и дом говорят о том, что вы обретете как ну, вот, родной дом, да, то есть вы можете человека обрести, это тоже как родной дом, то есть душа возвращается в дом. Вот такие вот здесь аллегории. Так, и смотрим еще, что какая дверь открыта, да, какая дверь открыта. Здесь открыта дверь к внешнему процветанию. Это когда вы будете красиво выглядеть. Дальше дверь открыта к свиданиям, либо к какому-то замечательному свиданию.
Что это нам такое рассказывают? Ну, это там, где была проблема. Это может быть проблемы и со здоровьем. И у вас такой не совсем цветущий вид был какое-то время. А теперь вот проблем не будет. Это уходит проблема. Дверь открыта, чтобы что-то изменить. У вас есть эта возможность, и вы это можете очень быстро решить, когда получите какую-то информацию. Вот получая информацию, переработав, пройдя через какое-то даже, а, ну, хочется сказать, аскезу, да, вы получите вот эту красоту, о которой думали, которую хотели получить. Тут также могут показывать в роли крыс и людей, которые вам завидовали, делали вот эти пробои и зависть, ну, зависть мощная вещь, конечно же, и вам было не сладко, и вы и вот внешний вид вас тоже это мог показывать. Но вы прям вот красотка. Красотка. То есть возвращаете себе свою красоту. И причем видите, как карта такая стабильная у нас еще выходит. Она говорит о том, что это как пролонгированный эффект, то есть это не на один день, а надолго-надолго. Карта косы показывает, что тут как-то что-то отсечь нужно. Это может быть и ссора какая-то, через ссору. Вот. И для того, чтобы продвинуться вперед, для того, чтобы, раскрыв все паруса, вы как поплыли большим кораблем к новым перспективам. Тут лучше действительно подумать о себе, говорит вот эта карта, потому что если вы будете долго думать, кого спасать, врага или себя, понимаете как? Вас ведет уже, вот видите, как синяя птичка ведет по какой-то правильной дорожке. Лисы, они могут делать эти пробои, да, ведь какие-то лисы крутились вокруг вас. Делай то, что нам выгодно. Вот так вот они могли говорить. А вы такая: нет, я меняю свою жизнь, теперь это моя жизнь, и в который раз мне дается этот шанс, и я это сделаю. Вот так вот. Вы еще не видите, но идет выздоровление ситуации. Вы еще не совсем, может быть, понимаете всего замечательного, замечательности, всей замечательности этого события, но тут, в общем, идет выздоровление, пока оно вам не совсем видно, да, то есть тут тучки закрывают солнышко, но солнышко очень скоро выйдет. Так, что еще? Давайте посмотрим, хотят сказать. Ну, вот вы на передний план выходите, букет, это вам букет Вселенная дарит, это вы красотка. Причем я вот то, что раньше говорила, здесь так и говорят, что вы это будто бы записываете в какую-то книгу, которая вам точно дает эти знания на практике на всю оставшуюся жизнь. Вы вот будете пользоваться этим. Состояние любви, наполненности, поддержки семьи. Вас это тоже будет очень сильно вдохновлять. Любимое хобби, любимое дело, какое-то творчество, да, ваше. Это все то, что вас очень сильно будет наполнять и заряжать энергией. Помните то, что мы говорили выше? Вот. Здесь также говорят, что любые горы вам по плечу, потому что вы знаете, как змея, да, может она и по горе поползти, да, и обойти, и как-то вообще что-то придумать. Возле вас будет человек, который будет вам тоже за м, помощника, может быть, даже, да, как за крепкое плечо, стена. И у вас с ним, да, большое будущее. Показывают опять, видите, как колечко, ключик. Ага. Действительно, это ключевой человек в вашей жизни появляется. Это уже тоже говорили мы. И с этим человеком будет все так, как вы будете теперь вот видеть, да. Никто не будет лезть в вашу жизнь. Никто не посмеет. Вы будто бы, знаете, вот как переросли это. И никого не пускаете уже в решение ваших проблем, даже в уме. Да, то есть
Если вы раньше кому-то хотели угодить, то сейчас вы просто живете и прекрасно. И этот человек под стать вам. Вот он, мужчина как раз выходит, причем вот по первой карте это не так долго, как говорится, сидеть у окна, да, то есть тут не нужно сидеть у окна, этот человек придет. Так, человек, которого вы еще не знаете, не видите, это будто бы как другая сторона вас. И человек, который придет, мужчина, который придет из круга незнакомых людей, да, то есть это все-таки где-то вот вы познакомитесь, но очень стабильный, замечательный. И опять солнышко у нас, и верность показана, карта верности, карта собаки говорит о том, что сам человек будет очень верным. Вот, расцвет ваш и появление любимого человека в вашей жизни вообще поставит вас на пьедестал, да, вы королева. Так, что еще? Давайте смотреть. Так, открыта дверь в решение кармической какой-то проблемы. Вот так вот. Что здесь и о чем? Что здесь и о чем? Это очень быстро проявится. Вы получите какое-то извещение, и эта проблема, ну вот вы четко будете знать, как это решается. Либо она сама уже решится. Очень быстро карта Солнца, что тут могу сказать. Сюда, в эту карту, вложите ту проблему, которая вас тревожила на протяжении многих лет. Вот. Потому что достаточно скоро будет, ну как, какое-то быстродействие, да, произойдет, которое даст возможность решить ее на 100%. Я немножко посмотрю, но солнышко перекрывать не буду. Да, будет дан шанс как будто бы на вот, шанс постоянный, да, то есть это возможность, вот так вот я бы сказала. И вот отсекаете проблему, отсекаете этих крыс, и жизнь становится легче. И дай Боже, чтобы так и было. Я бы хотела на этом вот так закончить. Смотрите, исполнение мечты вашей. Солнце и звезда, по сути, это как одно и то же, да, то есть, но солнце это приближенная звезда, вы это ощущаете, греетесь в лучах солнышка, этой звезды большой. А то, что вы бежали к своей мечте или думали о своей мечте, но она пришла к вам. Вот так вот. То есть тут исполнение идет. Я благодарна вам очень сильно. Благодарю за ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку. Жду вас на следующих видео. Всего доброго, мои дорогие. Пускай Вселенная вас благодарит в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.